Ребята, у нас уже 20 тысяч подписчиков, и, как я обещал, у нас первый контент с профессионалом в своей сфере. По моему мнению, это учитель будущего Данила Маденов, разработчик игр. Также он руководит большим количеством IT-проектов, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. Преподает детям информатику, он готовил детей к олимпиадам. Он также сейчас открыл свой бизнес по образованию. И самое главное, он использует искусственный интеллект. И на сегодняшний день, когда мы говорим про AI, очень сложно приходится учителям в школе. И когда я задаю вопрос и своему ребенку, и другим детям, что вы делаете, как вы делаете домашнее задание, они, как правило, говорят, мы используем искусственный интеллект. Вот у меня первый вопрос, Данил. Как учителя сейчас проверяют домашнее задание? Вот они знают, что у детей, наверное, улучшилась успеваемость, да, там дети пишут какие-то сочинения. Как вообще модернизировалась школа? Что сейчас вообще учителя делают? В целом, на самом деле, ничего не поменялось. Именно с точки зрения учителей прогресс минимальный, потому что большинство, они как работали в старой системе, так и работают. Очень небольшое количество учителей переключается на новые технологии. К примеру, с появлением тех же или искусственных, например, агентов, ну, AI-агентов, можно абсолютно просто научить его, например, проверять домашнее задание по фото, да, или сканировать тетради, к примеру, и также перебирать все эти домашки, ну, очень быстро. То есть можно натренировать собственного AI-агента на то, чтобы упростить себе работу. В целом, я бы не сказал, что это сильно отличается от того, что делают дети. Потому что дети также читерят в плане той же домашки. Они, к примеру, делают ее через тот же чат GPT. Ну, есть специальные яички, которые прям нацелены на домашку. Я бы, честно, предложил учителям делать то же самое. Создавать своего AI-агента, который будет натренирован на то, чтобы проверять, например, Excel, ну, если это информатика, да, там скрипты разные. То есть, к примеру, когда ты информатик, что ты задаешь детям? Если это какая-нибудь тема, например, двоичная или вообще система счисления, к примеру, то это какая-то тетрадочная история, которую действительно можно отфоткать, скинуть в ИИ, и он проверит. Или, например, это если тема связана с Excel, с Word, с какими-нибудь питоновскими скриптами, ну, что идет после, допустим, 8 класса, это также можно будет закидывать в AI-агент, и он будет это все проверять. Соответственно, ты таким образом будешь экономить на проверке домашних заданий. Вот. Все то же самое могут сделать и учителя, например, физики, химии, я не знаю, русского, литературы. Просто, ну, получается, что если действительно учителя будут так упрощать себе жизнь, ну, смысл, если дети делают домашку, к примеру, через ИИ, а учителя ее проверяют через ИИ. То зачем школа, я думаю? Зачем нам нужна школа? Нет, школа-то нам определенно всегда будет нужна. Ну, скорее всего. Но просто тогда действительно возникает много вопросов. А нафига это все? Ну, ты закинул свое домашнее задание в искусственный интеллект. Он его написал. Ты отдал его учителю. Учитель закинул его в свой искусственный интеллект. Тот его проверил. Соответственно, и выставил человеку оценку. Никто же никогда, по сути, не узнает, что, например, учитель это сделал. Учителя просто этим не умеют пользоваться. Пока что. Вот. У нас есть большое количество учителей старой школы, которые, в принципе, про искусственный интеллект слышали только из новостей, где, скорее всего, кого-то обманули, подделав голос или вот, ну, такие вот новости. А в таком формате у нас это не распространяется. По крайней мере, сейчас. Но в будущем, возможно, все. Данил, ну вот возвращаясь именно к самой школе, почему вот школа пострадала, по моему мнению, вот первой от искусственного интеллекта? Потому что, когда я вот именно понимаю, что можно нагенерить там сочинение, там сделать домашнее задание, дети перестают думать, они просто перестают как-то мыслить. Или я ошибаюсь, они наоборот будут использовать искусственный интеллект, и их мысли станут шире, или кругозор станет шире. Вот по твоему опыту, вот ты работал с детьми, вот эти технологии делают их лучше или хуже? Они становятся другими. Тут очень сложно сказать. Ну, вообще, лучше, что значит лучше? От чего мы отталкиваемся? Лучше, чем мы или наше поколение, или лучше, чем что? Они, в принципе, уже другие. Такой поток информации их поменял. Они стали немного иначе мыслить, у них изменились, так сказать, тренды в голове.
Если в свое время нам, чтобы сделать домашнюю работу, нужно было, не знаю, под чутким руководством родителей сидеть, там, родители наблюдали за нами, заставляли в какой-то степени, ну, помогали в том числе, то зависит же в том числе и от семей, потому что у кого-то так, например, как у меня было, что мать со мной сидела, вот, в нужный момент могла засадить подзатыльника, ну, это нормально, то есть не в формате того, что меня избивали, вот, но да, такое могло быть. А сейчас родители на работе, ребенок приходит домой, никто за ним не смотрит, он быстро закинул в яичку, та ему сделалась. Используют ли они искусственный интеллект так, чтобы улучшать свои знания и навыки? Честно, нет. Ну, кто-то да, но большинство нет. Они просто в глухую, слепую закидывают и списывают. Там нет никакого прогресса по знаниям. То есть, если, к примеру, взять сочинение, которое напишет ИИ, большинство даже не будут читать, что им он написал. Они просто знают, что уже на текущий момент ИИ пишет хорошо. Соответственно, они ему закинули промпт, они ему закинули тему, он им написал, они распечатали, ну, переписали, отдали. Они даже не будут вчитываться. Вот в этом большая проблема. Мгм. Ну ладно, чё ж с этим домашним заданием? Понятно, что люди будут использовать искусственный интеллект не только для работы домашней. Мне больше интересует такой вопрос. Я предполагаю, что теперь дети могут уже работать там не с 18 лет, а уже с 14, потому что я видел некоторые работы детей 14 лет, которые обрабатывают графику, правильно пишут промпты, они пишут классные статьи, они там кто-то их перечитывает, отдают в работу. Ребят, поверьте, это работа высшего пилотажа. Если взять какого-то журналиста, который сейчас напишет там хорошую статью в какую-то газету, дети могут делать то же самое. То есть я предполагаю, что в принципе уже такой возраст, когда можно нанимать людей, детей именно в данный момент, можно как-то снизить, потому что они начнут, как по крайней мере, зарабатывать. Вот я как-то на это вот так смотрю. Ну, все, кто хотел работать, они всегда находили возможность в любом возрасте. Хочешь, раздавай листовки, хочешь, делай еще что-то. Обращаюсь к нашим молодым зрителям, ну и не только молодым. Есть, к примеру, сайты, на которых можно получать задания и делать их за деньги, соответственно. Это там Quark, всякие фрилансские сайты, там freelancer.ru, ну, что-то подобное. Там можно действительно выставить свои услуги как, к примеру, копирайтер, да, то есть с помощью того же и там точно были услуги в виде генерации картинок, то есть все, что можно делать с помощью искусственного интеллекта, и не нужно обладать какой-то компетенцией. Вот, достаточно лишь уметь пользоваться конкретными сервисами, которые от вас требуют, и можно уже там с 14 лет зарабатывать деньги. Правда, придется схитрить и, например, указать в графе возраст другой возраст, но это уже, как говорится, почему Ну, бы и я нет. именно по этой теме. Мне кажется, что государства всех стран, да, мы говорим про все страны, должны дать возможность детям зарабатывать, потому что, мне кажется, креативность ребенка, даже пускай 8-летнего, 10-летнего, там, 12-летнего, она намного интереснее, чем работать с креативностью, скажем, многих взрослых людей. Я не согласен. Да, почему? Ну, потому что вот опыт, да, вот, к примеру, в моей сфере, ну, в данный момент я работаю проект-менеджером, веду проекты по разработке там 2 сервисов, ну, неважно. Идея в том, что у меня есть некая насмотренность. Да, у ребенка ее нету. То есть он может быть креативным в свои 8 лет. Детская креативность – это отличная вещь, это круто, классно. Но есть насмотренность, есть опыт. Да, когда человек лезет в какую-то новую сферу для себя, например, он совершает буквально ошибки новичков. То есть эти ошибки, они всеми давно известны. И когда людей обучают, их как раз-таки и обучают опытные люди, потому что они в свое время прошли этот путь, совершали те же ошибки. Соответственно, эти люди могут им сказать: слушай, вот тут так не надо делать, а вот тут надо сделать вот так вот. Таким образом, все это дело выстраивается, настраивается. Если ты научился просто писать классный текст с помощью ИИ, это еще не значит, что ты сможешь определить, а где, ну, классный текст. То есть тебе дают несколько текстов, ты сказал, что, к примеру, какой-нибудь школьник или ребенок, допустим, 12 лет может сгенерировать какую-то крутую статью с помощью ИИ. С другой стороны, а кто сказал, что она крутая? Промпт, который он задал ИИшке, типа, напиши мне крутую статью там на тему такой-то, такой-то, и ему написала. От этого статья не будет крутой. Крутой ее делает, ну, возможно, какой-то собственный стиль. Или, возможно, какие-то другие моменты, которые ты в нее заложил. Смысл в том, что опыт, наверное, и какая-то компетенция
для того, чтобы проверить этот же текст и понять, насколько грамотно его написал ИИ, тоже нужен. А у ребенка, который будет этим заняться, этого нету. Ну, попросту. Я не думаю, что вообще кто-то читает текста, которые пишут GPT. Тот же самый, наверное, AI, он и проверяет. Я просто имел в виду больше про креативность детей, которые думают абсолютно нестандартно. Вот это новое поколение, они живут в какой-то абсолютно другой вселенной, они смотрят абсолютно какие-то непонятные для меня вот эти вот видео, да, на том же самом YouTube-канале, да, ребят. И я пытаюсь понять, вникнуть, что у них в голове, что происходит, и мне вот интересно было бы, кстати, ребят, присылайте свои идеи, пишите в комментариях, и мне было бы очень интересно разобрать ваши какие-то моменты, как вы работаете с искусственным интеллектом. Возможно, у вас есть очень крутые бизнес-идеи. Давайте вместе разберем, я готов буду даже сделать какой-то форум для детей, школьников до 18 лет, именно поработав напрямую с вами, с детьми, и понять, где вы находитесь, как вам помочь, или, возможно, вы нам лучше поможете понять, как работать с искусственным интеллектом. Возможно, именно вы являетесь той, как бы, таким золотой генерацией, я бы сказал, для чата GPT, той же модели O3, O5, там, O100, которые будут дальше, именно ваши идеи нам нужны на сегодняшний момент. Потому что я не уверен, что взрослые, которые работают на обычных работах, могут что-то интересное сгенерить. Я уже очень давно работаю в бизнес-сфере, и, как правило, это какая-то скучная, рутинная работа. А искусственный интеллект, он больше про создание чего-то нового, да, он хочет получать новые идеи, мысли, какие-то бизнес-проекты, сочинения даже, вот. И на этом он лучше учится, как бы выдавая ему какие-то новые, создавая новые нейроны, назовем это так. Данил, вот я как бы понимаю, что теперь даже можно и обучать детей, в принципе, с помощью искусственного интеллекта. То есть AI — это больше как помощник, да? Вот давай представим, как мог бы выглядеть бы класс через год, если бы все учителя и школы начали бы использовать искусственный интеллект. Вот когда я раньше учился, да, я учился тоже за границей, нам там ставили телевизор, показывали какое-то там, возможно, кино, документальное кино, потом мы начинали это обсуждать, но сейчас же это будет более интерактивно, это можно сделать более интересно, и уроки станут более увлекательными. Я не буду говорить, наверное, за всю Россию, могу сказать только за Москву. Соответственно, в каждом классе есть интерактивные доски, которые сенсорные, есть специальный там портал, на который ты заходишь, и там есть интерактивные уроки, которые в формате там и тестов, и каких-то игровых форм. Ну, то есть там много разных необычных решений, так сказать, которые действительно делают учителя для учителей. Ну, естественно, в свою очередь, для детей. Вот, просто они делают это открытым образом, чтобы все могли этим пользоваться. Я размышлял на тему искусственного интеллекта и, соответственно, его внедрения в школу, потому что это очень сложно. Внедрить что-то новое и настолько сложное, как искусственный интеллект, тем более, ну, он не все покрывает, не все, что мы хотим, чтобы он покрывал. То есть учителя он не заменит. У учителя слишком много функций, да, которые, ну, будет очень сложно заменить на текущем этапе прогресса. К примеру, как можно поэтапно начать заменять учителей? Ну, это тоже интересная тема же. Потому что искусственный интеллект в какой-то степени сейчас он умеет писать, рисовать, делать видео, да, там, монтировать и много-много таких действий, которые раньше делали, сказать, люди. Совместно с этими же людьми он может делать это еще лучше. То есть, грубо говоря, мы берем хорошего художника, да, который условно дает качественный промпт, получает некую картинку, дальше ее дорабатывает под себя, и он получает на выходе классный рисунок. И потратить на это не неделю, как раньше, если бы он рисовал это с нуля, да, а потратить на это один день. То есть мы получаем, что у нас человек стал быстрее работать за счет искусственного интеллекта. То есть он ускорил, скажем так, прогресс в какой-то степени. И что текст, что видео, что фото сейчас генерируется максимально быстро. Но что касается обучения человека, если бы, к примеру, человек пришел к искусственному интеллекту и сказал, обучи меня чему-то, и может обучить. То есть, ну, дать какую-то инструкцию, потому что он все берет же тоже из открытых источников. Он прочекал Википедию, он просмотрел там все сайты, какие-то видео, возможно, перевел и также прочитал. Вот, учебники и прочее, и он может дать какую-то полезную информацию, там, полезный ответ какие-то на вопросы. Смотри, есть сейчас образовательные платформы, площадки, к примеру,
Яндекс, Практикум или, например, тот же Skillbox, ну, вот эти все. Как сейчас там построено образование? То есть ты приходишь, платишь какую-то сумму денег, и тебе предоставляют доступ к курсу. Там есть видео, есть чаты с кураторами, да, есть там, ну, их там много людей, и кураторы плюс. Вот. Есть какие-то конференции, и это и есть твой курс. Ну и в конце ты сдаешь какие-то экзамены. Соответственно, получаешь компетенцию, получаешь диплом, и ты можешь идти работать по этой специальности. Вот если мы возьмем вот это дополнительное образование, так это назовем, это именно дополнительное образование, то его уже сейчас можно полностью перевести на искусственный интеллект, потому что видео уже все сделаны заранее. Допустим, подключать AI-агентов к чату ну, вот к этому чату с людьми, которые заплатили за курс, да, там, например, 30 человек якобы учеников, вот, и они туда приходят и просто задают вопросы в этом чате, а как это, а как то. AI-агент сможет ответить все на любой вопрос, потому что он знает весь курс, он знает все подводные камни, он знает все. Соответственно, человек посмотрел видео, ему потом поотвечали на вопросы, которые он задал в чате, ну и все. Экзамен также можно проводить через дистант, ну как сейчас это и проводится. Дистанционно, там какие-то формы вопросов, и также их проверяют. Ну не их, алгоритм проверяет просто. Слушай, у меня такой момент. Я вот лично за бесплатное образование. Так сложилось, что я получил очень крутое образование в своей жизни, да, за это платили мои родители, но смысл в том, что я считаю, что образование, особенно детям, должно быть доступно бесплатно. Я против скиллбоксов, как где-то что-то нужно платить. Я вообще против этого, потому что я считаю, что это просто люди зарабатывают на воздухе. Все эти книжки существуют, вся информация, если хорошо ее поискать, она доступна бесплатно. AI помогает ее хорошо агрегировать и выдать в том формате, в котором вы хотите. Вот, к примеру, когда вы ищете какой-то курс, какую-то информацию, вы же можете просто спросить у искусственного интеллекта, но более того, что самое интересное, он теперь делает подкасты. Вы можете послушать целый подкаст, используя различные технологии. Я сейчас не буду называть компании, вы можете сами все прогуглить. Закинули книжку, попросили сделать вам подкаст, и вам развернуто объяснят 2, 3, 4, 5 даже человек вот этом искусственном подкасте. Вы даже не отличите, что это какие-то кураторы, не кураторы, как это, в принципе, с разных даже сторон, да. Я к чему подвожу? Я подвожу к тому, что, в принципе, контент, когда ты получаешь информацию, вот у тебя есть учитель, да, к примеру, и он хороший учитель, но бывает так, что я вообще его не воспринимаю, да, вот я смотрю на учителя, он что-то говорит, у него какой-то свой тембр голоса, я это много раз замечал, и я не воспринимаю информацию. Но если ту же самую информацию мне будет говорить другой человек, да, мы это замечаем и на YouTube-каналах, да, вот почему одни каналы популярны, другие нет, да, потому вроде бы об одном и том же канале, да, но вот этот человек, он интересно рассказывает, его там тембр голоса правильный, подача интересная, более эмоциональная, то же самое и учителя. Вот здесь AI может сильно помочь, потому что та же самое образование, там, возможно, в сельских как бы школах, региональных школах, в других странах, не всегда обладает хорошей, скажем, тоже мимикой, эмоциями, то, прочитав ту либо иную тему, теперь ребенок может сказать, а расскажи-ка мне информацию там в стиле какого-то мультика, в стиле какой-то игры, да, и объясни мне на пальцах, да, как это работает. То есть вообще, в принципе, образование в такой момент становится, мне кажется, более интересным. Я считаю, что дети с помощью искусственного интеллекта будут более образованы. Их можно больше вовлечь в систему образования. Может, я ошибаюсь? Так, ну, было сказано много. Давай я вот основные вещи, которые выловил, я тебе на них отвечу. Во-первых, образование должно быть бесплатным. Ты правильно говоришь. Но у нас есть такая вещь, как мотивация. К примеру, чем отличается платное образование от бесплатного? Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что когда я учился за границей, есть платные курсы, когда они дают тебе какие-то инсайды. Когда ты заканчиваешь там мастерс дегри по бизнесу, ты выстраиваешь нетворкинг, помимо какого-то образования, там есть какой-то смысл завести какие-то контакты, изучить какую-то тему более углубленно, и тогда эта информация становится интересной, потому что какой-то человек, какой-то профессионал в этой узкой специальности тратит какое-то свое время. Классный вопрос. Вот я когда делаю, ребята, платные консультации, такое у меня тоже существует, там у нас узкая специализация
специализация, да, какая-то узкая тема. Нет смысла про это снимать какой-то отдельный ролик. И тогда, да, действительно, люди платят какую-то там сумму денег за консультацию, и я стараюсь им развернуто объяснить, либо сделать какое-то решение. Но когда тема массовая, там, про образование, как генерить видео, да, как использовать искусственный интеллект, все это будет доступно на моем канале бесплатно. Берите, пользуйтесь. Мне кажется, это просто как бы нелогично брать денег вот за такое образование. Вот я считаю, вот именно разница между платным и бесплатным образованием в том, что в платном вы должны дать какие-то инсайды, инструменты, может быть, узкоспециализированные. Вот как бы мотивацию, я вот не знаю, я вот не получил большой мотивации, платя там большие деньги за образование за границей. Ну, смотри, давай немножко по-другому скажу. Есть гимназия, есть школа. К примеру, ну вот в таком вот, давай, ключе. У нас и то бесплатное. Ну, есть платные какие-то школы, которые тоже в них там супер крутые педагоги, супер крутая, не знаю, там программа, ну, якобы. Но, по сути, это одно и то же. Они не сильно-то и отличаются. С другой стороны, если взять, к примеру, гимназию, когда я вначале пришел в школу, там это был 18-й год, в первый раз, когда я начал работать, школа еще была гимназией. Вот, и она была, ну, она и сейчас очень классная. Тогда она была прям, ну, по сути, элитная. То есть туда они брали всех подряд. Не потому, что была какая-то... Не, ладно, была выборка, честно, была все-таки. Там, если ты не проходишь определенный тест, тебя не берут, потому что гимназия. Там было правило дресс-кода. То есть в обычной школе придешь, там и в спортивках ребята ходят, ну, в такой свободной форме. В гимназии только костюм, только рубашка. Есть учителя старой школы, так называемый old school. Они такие закалки советской, они могут быть суровыми, строгими, они прям за то, чтобы ты делал постоянно домашку, они все проверяют. Они очень классные, но в формате гимназии, потому что ты знаешь, что если ты будешь плохо учиться, если ты перестанешь делать домашку, если ты перестанешь успевать, тебя отчислят из крутой школы. А то, где ты в данный момент находишься, тебе хочется оттуда вырваться. То есть твоя задача основная не просто получить образование, а выбиться в люди. Соответственно, у тебя есть мотивация, потому что ты смотришь, например, на другие школы, что в них творится. Вот, соответственно, когда ты хочешь учиться и хочешь чего-то добиться, соответственно, для тебя любой учитель подойдет. Любой учитель, даже самый, ну, скажем так, не очень хорошо объясняющий материал, будет тем, кто хотя бы скажет, где этот материал почитать. Ты сам будешь себя образовывать. Вот. А когда ты получаешь образование бесплатно, ты к этому относишься также. Это же тоже вопрос об отношении. Есть бесплатная вещь, есть дорогая вещь. Ты на уровне психологии к этим двум вещам относишься по-разному. Соответственно, если, допустим, курс бесплатный, ты можешь в моменте забить на него, перестать там его смотреть, ну и так далее. А если он платный, то ты будешь, нет, я заплатил эти деньги, нет, я должен. У тебя будет мотивация, потому что деньги заплачены. Как говорится, за что уплочено, то проглочено. Вот. И это тоже очень важно. Это влияет на то, как ты хочешь сам учиться. И что ты, если заплатил, то ты должен это добить. Но это, по крайней мере, моя психология. Слушай, Дань, я думаю, это очень классная тема. Я еще не делал ролик вообще на эту, скажем так, тематику. Это на самом деле круто. Я сейчас немножко как бы дам инсайда про следующее видео. Понимаете, что происходит? Есть образование, вы приходите в университет, вы получаете образование, да, мы берем хорошее, классное образование, вы его прошли, получили эту корочку, и вы думаете, что вы найдете себе работу. А вот нифига вы себе работу и не найдете. Потому что, когда вы приходите к человеку, который вам дает работу, в том числе и вот я, да, нанимаю сотрудников на работу, а самая важная задача — посмотреть, умеет ли человек делать ту работу, на которую его нанимают. А сейчас работа, она узкопрофильная, и вам нужно какое-то время где-то поработать, возможно, даже уже бесплатно, чтобы получить этот опыт, и чтобы вас потом взяли на какое-то рабочее место. Вот я вообще про образование почему вот так сильно пекусь, потому что я не вижу смысла как минимум в 70% вообще дипломов мира, потому что какой смысл получать там диплом и, не знаю, там, как правильно питаться, да, там гарвардские, да, такие вот дипломы сейчас тоже выдают, оказывается, и потом, по сути дела, вся информация есть в искусственном интеллекте, и любой человек, который, в принципе, этот сервис хочет потреблять, может спросить у ИИшки, да, что ему делать.
Я вот просто боюсь о том, что многие профессии не просто исчезнут, а те, которые уже существуют, они вообще уже станут невостребованными. Вот дети, которые сейчас находятся в школах, ребят, если вы сейчас не используете IA, если вы не умеете самообразовываться, мне кажется, это проблема. Там уже даже не учитель. Вы в гонке не с учителем, не с гимназией, там, не с лицеем. Вы в гонке с другими людьми, детьми по всему миру. Как это вот... им намного сложнее. Вот, я вот даже не вижу, вот если даже я закончил гимназию, получил эту корочку, этот диплом, но я не умею работать там с AI, не умею делать свою профессию. Как я могу найти работу? Это практически, мне кажется, невозможно. Даже уже сегодня. Да, да нет, возможно, вполне себе. Да. Да, я думаю, это небольшая проблема сейчас. То есть в перспективе 5-10 лет, да, возможно, невозможно, точно. Будут некоторые проблемы. Сейчас-то откуда эти проблемы? Сейчас ты просто упрощаешь себе жизнь за счет AI. Ты, придя на работу, можешь действительно, скажем так, завысить свою компетенцию и просто использовать AI. Я знаю человека, который сейчас работает, я честно не буду врать, в Сбербанке. Он работает в Сбербанке программистом, и он фактически не умеет кодить. То есть он собеседование проходил с помощью GPT. Это не шутка, то есть Да. это реально. Мой товарищ устроился в Сбер, не умея программировать, а все собесы он проходил через GPT. То есть он попросил ребят, которые ему там говорили что-то в ухо, да, что-то, соответственно, он гуглил. Сейчас к нему какая-то поступает задача, он закидывает ее в GPT, и все, вот тебе и, скажем так, сколько там у него, ну, в районе там 150-200 тысяч. Еще каждый год премия там 13 очень хорошая. То есть и он уже работает, если не ошибаюсь, ну, так как премию он получил, ну, год точно он отработал. Естественно, за этот год он чему-то да научился, но взять такого же программиста, ну, они буквально на разных уровнях, потому что он все делает через GPT. И это очень необычный опыт. Ну, То есть, ну, я вот то, что говорю, что ребята теперь даже там 14, я бы сказал бы, лет, там 16 лет могут отлично делать ту работу, которую делают сеньор-программисты. Я бы сказал бы так, если GPT пишет хороший код. Кстати, я вот скажу сейчас вот минуточку один такой маленький инсайт. Если вот буквально год назад чат GPT писал код, и который мог понять обычно каждый любой человек, в принципе, это было, казалось, вот, можем классно писать код, теперь понимать, и любой джун, да, там в программировании, ну и в других тоже профессиях мог понимать, что происходит, то теперь ChatGPT пишет код лучше, чем многие программисты. И только профессионалы иногда задаются вопросом, а действительно ли так можно делать, когда вот я лично, я хорошо очень программирую, перепроверяю, да, работу за чатом GPT, иногда он действительно делает круче, чем человек. И этот код уже сложнее намного понять, действительно, и уже вот, скажем так, человеку без опыта работы в программировании, без хорошего образования вообще делать нечего. Потому что именно сферы стали настолько высококонкурируемые, да, то да, вот эту обычную работу, наверное, как мы говорили про Сбер, можно сделать, но что-то прям стоящее, да, будет тяжело без образования профессионального. ну, смотри, окей, он может написать классный код, ну, справедливости ради. Ты можешь его отправить кому-то, ну, у тебя этот код будет работать, ну, а какой толк, если ты его не понимаешь? Но это же тоже очень важно. Ты берешь, когда ты нанимаешь специалиста, ты нанимаешь его опыт. То есть ты берешь его, потому что он там 10 лет отработал в такой-то компании, он может придумать нестандартные решения для разных ситуаций. Он, ну, то есть он опытный парень. А с другой стороны, если ты даешь ему чат GPT, и он начинает работать с ним вместе, он будет хотя бы понимать, что ему GPT-шка пишет. Он будет знать, вот это он сделал так, а это он сделал так. Слушай, а теперь давай вот эту библиотеку вместо этой используй и посмотрим, что по скорости получится. То есть за счет своего опыта и компетенции он сможет в любом случае лучше управлять GPT, чем если это сделает какой-нибудь обычный парень, который, ну, в программировании, допустим, ну, только, ну, джун. Просто потому что у него больше, он знает больше библиотек, он знает больше, я не знаю, методов и всего остального, ну, чем То начинающий есть, подожди, человек. получается, что через 5-10 лет работать будут только профессионалы, а если ты джун, то, в принципе, работы для тебя больше нет, ее Не, легко. не, ну это же тоже не так работает. Естественно, нужны будут и джуны, они дешевле, как минимум, чем сеньоры, да, или мидлы. Как минимум, ты можешь взять, допустим, джуна, вот, дать ему GPT, и вот у тебя мид. Ну, почему нет? Ну, то есть, вот так. Я себе это так вижу. Это очень классно, потому что, к примеру, сейчас, да, если я нанимаю, ну, фронт-энд, бэк-энд разработчика, ну, я им плачу меньше, чем раньше.
То есть сейчас они стоят, ну, понятно, эта история тоже связана с аутсорсом, да, это ты не берешь штат, ты берешь на какие-то конкретные там задачки, вот, но ты платишь им, ну, по сравнению с 2021 годом, наверное, раза в 2-3 меньше. Мгм. Просто потому, что их стало больше, и они все стали использовать искусственный интеллект. Когда ты пишешь, ребят, ну вот нужно вот это, вот это, вот это, они такие начинают конкурировать. Они начинают скидывать цену, и в итоге они делают это, ну, по большому счету, за копейки. От тех цен, которые были вот пару лет назад. Просто потому, что все знают, что они используют и, ну, и Ну, я скажу честно, я использую AI, но я использую AI, конечно, в профессиональной сфере. Я не могу, скажу честно, мне будет очень тяжело найти программиста такого уровня. Если я использую O3, да, там в данный момент модель, я использую Pro аккаунт, даю вам лайфхак, да, лучше пока модели, кто пишет код, нету. Есть Google, который вышел с Gemini, он просто пишет это в разы быстрее, там, в секунды. Все это мы тестируем и смотрим, и мягко сказать, по последнему подкасту вот давал интервью, да, CEO Microsoft. Кстати, я буду развернуто об этом подкасте разговаривать. Он говорит, что у нас, нам, в принципе, много нужно писать кода, но, тем не менее, они сокращают штат сотрудников, да, оставляя там сеньоров, скорее всего, ребята уже, которые там давно очень работают и разбираются. И вот то, что им не хватает, там, 30% кода в Microsoft, да, вот они сказали, нам не хватает 30% кода. Мы будем использовать чат GPT для написания этого кода. Но смысл даже не в этом. Это мы коснулись только программирования, да. У Мгм. нас не все ребята будут работать в программировании, профессий у нас очень много, Конечно, да. конечно. Да, мы говорим сейчас о какой-то узкой очень такой сфере, она уже пострадала и будет дальше страдать. Программисты реально в будущем не будут нужны, будем закидывать задачу, AI будет ее очень хорошо, классно решать, он это, в принципе, классно делает. Вообще не уверен, нужно ли нам вообще будет это приложение. Может, нам даже iPhone не нужен будет, потому что он бессмыслен, да, как ну, как само устройство, только можно будет звонить и делать фотографии. Какой смысл, если я 99% использую чат GPT сейчас, на сегодняшний день, вот, и позвонить? Не, ну почему? У тебя там какие-то дашборды, игры, мгм. Тиктоки ваши эти, Вот, про ютубы. игры давай, про игры. Вот мне интересно, вот почему именно игры, вот я вроде бы вышел чат GPT, но я прям крутых игр пока, ну, вот не увидел, Так, а да? их и не будет. По поводу игр, просто уточнение для наших зрителей. В 2021 году, когда уже отгремел ковид, я ушел из школы, ну, на какой-то промежуток времени, и открыл компанию как раз-таки по разработке игр. Но мы делали тогда их связано с платформой VR и AR, то есть это виртуальная дополненная реальность. Вот. Ну и потом, соответственно, тоже были мобилки, компьютерные, честно, старались, но не пошла история. Вот. Сейчас разрабатываем. Соответственно, мы используем искусственный интеллект в нашей работе, но полноценный крупный проект ты на нем не напишешь. Ты можешь написать какую-нибудь игру по типу, я не знаю, Doodle Jump, где есть две-три механики, я не знаю, механика сбора монет, перемещений и прыжков. Ну, максимум еще какие-нибудь платформы под тобой будут гореть. Ну, там, исчезать. Если помнишь Doodle Jump же? Ну, я, да, что такое Там помню. Я прыгает только помню, такой знаешь, я чувачок, помню прыгает. Контру, Доту еще, вот, в которой ребята гоняли. Ну вот, А боты сейчас, подожди, а боты, вот как я даже, вот если игра даже в игру, мне мысль проскочила, теперь же AI может играть за человека и набивать эту статистику, вот особенно, это же вообще реальная теперь тема. ну смотри, тот искусственный интеллект, который есть конкретно в играх, ну то есть, допустим, та же контра, да, там есть боты, это не тот искусственный интеллект, который, ну, есть, скажем так, в интернете, это не чат GPT. Он не обучаемый, он уже, скажем так, настроен на определенные алгоритмы, и по ним он вообще, в принципе, работает. Кстати, какой самый лучший искусственный интеллект в играх? Кто знает? Ну-ка, пишите в комментариях. Серьезно, вот самый лучший искусственный интеллект, вот по моему мнению, есть две ИИ, которые прям круто отличаются на Давай рынке. ты одно назовешь, одно пускай ребята Ладно, пытаются три. догадаться. Три. Давай три, потому что все-таки они немножко разные, потому что игры разные сами по себе. Первая это игра, значит, очень старая, называлась Fear. Там я, честно, не помню какой-то год. Это, возможно, 2006, может быть, 2004. Ну, вот что-то вот в тех годах, короче, в лохматых.
Там был самый лучший искусственный интеллект. Он прятался. Если ты там отворачивался, он выбегал, он тебя уничтожал полностью. То есть играть было максимально сложно. Это была самая хардкорная игра для меня. Но я еще мелким играл. Очень круто. Прям максимально. И на тот момент это был самый лучший искусственный интеллект. Потом была система режиссер. Это у нас, значит, игра про зомби, 4 выживших, ну, Left 4 Dead. Вот, соответственно, там была система режиссер, которая в зависимости от того, что ты делаешь, например, какое у тебя оружие, сколько у тебя патронов, сколько у тебя жизни, она могла увеличивать количество зомби. То есть она прям буквально режиссировала сценарием То игры. есть саму прям сцену такую, да? Да, но опять-таки это тоже не искусственный интеллект, это все алгоритмы. Они заранее уже всему обучены. У них есть просто там много развилок, по которым они идут. Это не искусственный интеллект в том плане, которому мы сейчас его видим. Сейчас уже появляются игры, в которых внедрен искусственный интеллект, но он на уровне там разговорников, то есть это текстовые модели. Это NPC-шки, то есть там, допустим, некий NPC, ему задают определенный То есть такой промпт. более примитивный уровень, я это предполагаю. Ну, это круто. Ты уже. представляешь, ты играешь в игру, например, тот же Oblivion, но у тебя не постоянно какие-то одни и те же реплики тебе говорит персонаж, да, а он тебе его генерирует сам относительно ситуации и, например, какого-то промпта. То есть, допустим, есть персонаж, у него есть, например, какой-то там характер, у него есть какое-то социальное там положение внутри игры, да, и внутри игры есть лор, и все это таким образом коррелируется. Добавим сюда какой-нибудь синтезатор голоса, а они сейчас очень классно делают, ну и поделывают голоса. Соответственно, в совокупности мы получаем искусственный интеллект, который реально интеллект, да, который реально может общаться. Если сюда прикрутить систему, которая позволяет и тебе говорить напрямую, то есть не выбирать реплику, а, например, говорить словами в микрофон, ну, это уже какая-то, не знаю, ну, буквально, мне кажется, год, два, три, и Уверен, это будет да. в играх. Да, но это будет в инди-играх, потому что делать небольшой проект, в котором будет, например, 20 персонажей, которыми действительно будет управлять искусственный интеллект, и ты с ними будешь говорить через там тот же микрофон, это история инди-игр. Про крупные AAA-проекты, которых будет искусственный интеллект в таком виде, я не знаю, когда мы... Это не скоро. Это сложно. Это очень сложно. Огромная игра, та же GTA 6, которая скоро выйдет, это многомиллиардные бюджеты, да, это, скажем так, хорошо проверенные технологии. Ну, они новые, естественно, но их оттестировали за то время, Слушай, пока я их давно уже в готовили. игры не играл, но я обязательно сделаю ролик про GTA 6. Я уверен, там будет AI 100%. Мне кажется, они, может быть, это и отодвинули сроки, и могут еще отодвигать, чтобы туда AI встраивать, потому что, как бы, если они туда его не встроят, мне прям будет интересно, как они будут выживать в конкуренцию. Смотри, для того, чтобы работал AI, что должно быть мощное в компьютере? Ну, и по мне, это графическая карта. Ну, вот именно. Соответственно, поддерживать огромное количество NPC, который будет действительно AI. То есть не просто, у тебя же графическая карта, она по сути рендерит картинку. Но когда мы говорим за искусственный интеллект, все идет через нее. Вот, процессор тоже играет роль, но поскольку. Соответственно, логика заключается в том, что если это будет какой-то крупный проект, то и видеокарта должна быть соответствующей. Соответственно, либо мы получаем AAA-проект, который не идет на более чем 90% устройств, просто потому что видеокарты у них не такие мощные. Вот. Либо мы ждем, пока видеокарты станут настолько мощными, что даже средний сегмент ценовой будет тянуть и вот этот искусственный интеллект. То есть, ну, нам нужно дождаться, пока техническая часть, соответственно, догонит уже программную. Потому что софтина уже есть, она работает. То есть, получается, мы упираемся опять в железо. Это вечная проблема, это уже с моего поколения тянется. Мы не можем создавать крутые проекты, потому что слабое железо. Не, почему? Ну, мы не можем создать масштабные крутые проекты. Есть, нет, если говорить именно про искусственный интеллект, конечно, есть уже сейчас ребята внедряют. Например, мы используем только на уровне каких-то там, например, сценарных историй, да, там в игру внедрить какие-то, ну, просто, чтобы лишний раз там что-то не придумывать. Например, мы генерируем задние фоны, там, персонажей. С анимациями сложно, но анимации тоже уже можно генерировать. Ну, у нас там специфика там в играх там определенно. Допустим, UI мы также генерируем. Очень прикольно работают. Есть, например, сервисы, которые позволяют генерировать UX также. Ну, UI, UX, все просто по промпту
пишешь, там прикладываешь, может, какие-нибудь рефы, и у тебя тык-тык-тык, все, готово приложение, либо там игра, если это, ну, в этом контексте мы говорим. Кстати, теперь подожди, получается, что я вот, кстати, вот этот кусок точно пропустил, потому что я не геймер уже давно, хотя одно время и в доту играл, и в контру, вот, но я предполагаю, что теперь даже дети могут создавать игры, если есть AI, только правильно пиши промпт. Ну да, но смотри, допустим, есть же программы, которые объединяют, ну, также вот искусственный интеллект, да, ты можешь же с помощью специальных программ, ты можешь объединить несколько яишек в одну. Мгм. То есть, допустим, ты пишешь один промпт, у тебя одна и делает UI, UX, допустим, вторая, ну, там, допустим, у нас самая фигма, самая популярная. То есть в фигме у тебя, соответственно, создается интерфейс, другая яишка у тебя получает интерфейс из фигмы и там, например, переводит это, допустим, если речь идет там о приложениях, ну, в сайты, давай про сайты, Мгм. там проще просто, это уже отработанная схема. То есть ты пишешь промпт, у тебя он отправляется в фигму, фигма делает страницу, так сказать. Но это только дизайн, макет. Этот макет отправляется дальше, соответственно, другое яишко, либо та же, либо другая, делает из этого уже неплохой шаблон, то есть там уже кнопочки, все это дело настроено. И третий ИИ пишет под это все там фронт и бэк. Круто. Слушай, тема вообще интересная. Ребята, если вы хотите, чтобы Данила сделал крутой курс, как создавать игры с помощью искусственного интеллекта, пускай это видео наберет 1 миллион просмотров, рассылайте всем своим друзьям. Мне кажется, это очень интересные темы. Чем быстрее наш канал станет миллионником, тем больше будет выходить разных крутых курсов по разным тематикам. Вот, поэтому, Данил, я думаю, это классная тема, хороший таргет. Пускай ребята репостуют это видео, да, и на самом деле, как только мы набираем 1 миллион просмотров, мы попытаемся, сядем прямо с Данилой и сделаем крутой курс, как делать с помощью AI крутые игры, что каждый, наверное, ну, ребенок, да, любой человек сможет сделать хотя бы свою первую игру. Мне было бы очень интересно, я бы хотел бы сделать свою игру. Мне кажется, это прям что-то даже личное. Ну, давай так, сделать крестики-нолики, расскажу небольшую историю. 2016 год. Я тогда впервые попал в геймдев, и мы с другом такие объединились. Блин, хотим научиться делать игры. Ну, надо же как-то было научиться, очень мало было информации на тот момент. Благо, там были форумы, можно было узнать там про что такое Unity, там, как этим пользоваться. Ну, была информация, но очень сложно было искать, и очень сложно было как раз-таки вот то, за что спасибо яишке, фильтровать. То есть, действительно, информацию было сложно фильтровать. А ты сейчас можешь спокойно написать и сгенерируй мне план по обучению, например, там, допустим, Unity. Ну, это вот движок для разработки игр. И она тебе сразу все сгенерирует, и ты можешь смотреть, изучать, ну. Я даже лучше скажу, есть такая крутая штука, называется Google Gemini Studio. Ты можете просто, ребята, зашарить экран и просить именно Google прям голосом расскажи мне, как пользоваться, и как сделать это, вот это и вот это. То есть он прямо будет скриншотить, видеть ваш скриншот, говорить, на какие кнопки нажимать. Классно работает с генерацией музыки, очень классно работает, когда вы пользуетесь там такими программами, как Photoshop и все различные. То есть вам, в принципе, туториал уже такой не нужен. Вам не нужно искать, ходить на эти все сайты. Вы можете просто загрузить и зашарить свой экран, и он вам все расскажет. Это вообще крутая тема. Мне кажется, она будет работать везде. Как там правильно в игре ориентироваться, да, там, как вообще пользоваться какой-то новой программой. Вот лично для меня какая-то катастрофа, когда ты заходишь в какую-то новую программу, и там огромное количество функционала, глаза разбегаются, что-то найти, какую-то кнопочку прям, ну, сложно. И я здесь помогает. Ну да, это вот как раз-таки к вопросу, наверное, помнишь, раньше в 90-х годах были книги, которые выпускали про прохождение игр. То есть Да-да-да. журналы ежемесячно они там были, то есть выходят какие-то игры, и сразу продавался в магазине журнал, он был такой, ну, толстенький достаточно, ты его открываешь, там просто буквально тайтлы. Пошаговое Да, инструкция. пошаговое прохождение, как Да-да-да-да-да. там эти Чип и Дейл, я помню, на Денди, вот это и там было прохождение, как проходить Чип и Дейла. Да, То есть да. получается, что да, это как бы и помощник, и лайфхакер. Ну, в какой-то момент, мне кажется, вот я много раз пользовался тем, что, как ты говорил, такими вот книжками, потом появился интернет, можно было с интернета, грубо говоря, считать, потом появился YouTube, и на YouTube показывали уже Да, каждую да, да, да. сцену. Вот тут больше челлендж, наверное, для людей, кто создает эти же вот самые игры, да, это как и для учителя в школе, создать некий челлендж, где будет искусственный интеллект, да, там ученики против учителей. Давай
помечтаем даже, вот как это может быть. У нас там 30 учеников, у них собственный AI. Есть учитель, у него там какой-то свой робот, там, я не знаю, как-то он будет обучать, помогать. Они, возможно, будут коммуницировать там вместе в будущем. Ну, в любом случае, мы, наверное, видим, что без искусственного интеллекта вообще никак, да, вот в будущем образовании. Я даже не вижу, как можно его исключить из образования. Скорее всего, только как сделать Ну, и помощником. его там и нету сейчас. Ну, пока нету, мы говорим про какие-то регионы. Я точно знаю, что в Штатах он вводится прям усиленно во многих школах, в университетах прям там заставляют людей пользоваться, потому что они отстанут от учебной программы. То есть само усиление идет. Но как бы вот выглядела бы школа будущего? Вот, допустим, возьмем через лет 10-15. Вот если бы был бы AI внедрен. Давай тогда вернемся к вопросу о курсах. Давай. Объясню почему. Да, ну то есть мы не можем взять и все поменять. Нам нужно менять по кускам, по чуть-чуть. То есть сначала ты внедряешь, например, допустим, дополнительное образование. Простой пример. У нас школа сейчас делится на два этапа. То есть сначала это у нас основное образование, да, например, ты 8:30 начинается там первый урок у тебя, и в 15:30 заканчивается седьмой. Ну, допустим, там либо до 2 часов дня, либо до часа ты учишься. После этого идет уже доп. Образование, да, это второй этап, как раз-таки допы. Допы бывают, допустим, онлайн, бывают офлайн. Вот, офлайн ты приходишь, учитель тебя внутри школы учит, а онлайн ты подключаешься к какому-то видеоуроку, допустим. Так вот, мы будем изолировать каждый блок. То есть если у нас школа состоит из 3 этапов, да, это то есть очное, скажем так, дистанционное и основное. Дистанционное ты уже можешь заменить. Как я привел пример с курсами. То есть человек смотрит, например, подготовленное либо искусственным интеллектом, либо другими людьми видео и задает вопросы в формате чата. В этом чате он задает вопросы, и ему просто отвечает искусственный интеллект. Все. То есть вот это и есть, скажем так, тест Тьюринга, так сказать. Да. Потому что ты будешь даже не знать, что это искусственный интеллект. Если тебе даже не скажут, что это яишка, ты и не поймешь. Сейчас, я думаю, это практически невозможно отличить. Я иногда даже людей путаю с AI, потому что я настолько крут сейчас, что думаешь, а вот это, наверное, плохой искусственный интеллект. Я тебе серьезно говорю, вот люди, когда звонят по телефону, сейчас используют этих ботов Да. в рекламе, я тогда думаю, вау, я там мужской голос или там женский, начинает красиво все рассказывать, да. А это, оказывается, AI, потому что когда ты начинаешь задавать вопросы, я зависаю. А когда мне звонит обычный человек, я думаю, это плохо сделанный искусственный Ну интеллект. да. Это реально. Не, ну и сейчас есть такая история, что реально бывает, ну такие, конечно, люди звонят. Ну, вернемся к этому вопросу. В примере с дополнительным образованием мы можем действительно часть заменить. К примеру, взять робототехнику. Ну, простой пример. Робототехника. Что это значит? Ты приходишь, технические действия у тебя какие? Ты берешь, даешь каждому там школьнику наборы, вот, даешь им какую-то программу, начинаешь им показывать, объяснять, рассказывать, они это все собирают, а дальше должен проконтролировать, чтобы они там разобрали, собрали обратно эти наборы, ты обратно это все складываешь. Соответственно, ты несешь ответственность за их жизнь во время этого всего. Если дети маленькие, это какая-нибудь робототехника для детей, лего виду, допустим, они могут пожевать детали, могут их в карманы подзапихивать, там, потерять. Много таких моментов. Как заменить вот в этом направлении, наверное, очень сложно. Единственное, что ты можешь действительно как-то автоматизировать, это поставить им компьютеры, в которые они будут смотреть, ну, я даже не знаю, ну, то есть с точки зрения, может быть, кода, потому что очень сложно. Да не, мне кажется, камеры просто повесить, если там человек, ребенок что-то начинает делать, он там красный моргает, ему делает замечание вместо учителя. То действительно, когда у тебя много детей, я представляю, как тяжело за всеми уследить. Вот именно с точки зрения именно, что там как-то проверять просто температуру ребенка в школе. Вот, да, у нас обычная проблема. Начинают дети болеть, родители отдают детей в школу, непонятно у кого температура. Так поставьте градусники в школах, пускай они замеряют температуру, по крайней мере, скажут, кто болеет, да, кого садить-то. Слушай, ну когда был ковид, я не шучу, и я вот не помню, было ли после ковида такая история, но в школе стоял, да, была, даже в прошлом году была, стоял человек дежурный с градусником, и ты проходил, он меряет тебе температуру. То есть до сих пор такая штука даже осталась. Вот я не знаю, как и в этом году, но в том была такая история, когда реально ты проходишь школу, тебя меряют температуру. Слушай, а как было бы классно, если, допустим, стояла камера бы в школе и замеряла, насколько детям интересен данный урок, знаешь, вот можно же замечать как бы реакции, анализировать,
да, вот, к примеру, это хорошая обратная связь учителя, потому что дети не всегда могут сказать, что урок интересен. Они это высказывают потом родителям дома. Этот учитель мне не интересен, этот урок сложный. А было бы классно, чтобы потом учитель какой-то получал обратную связь после урока. Вот смотри, вот там на 10-й минуте урока ты сдался. Ты сдался, дети уснули, все смотрели в окно, но не на доску. Вот понимаешь, как бы... Это же можно в разных как бы сферах применять, потому что как бы тут креативности как бы нет конца. Слушай, ну тут вопрос тоже в том, как учитель мотивирует и заинтересовывает. Потому что в чем плюс искусственного интеллекта? В том, что он может быть для каждого своим. Вот это большой плюс. Когда учитель один, и он ведет предмет, например, на 30 человек, у тебя просто нет времени на то, чтобы преподнести для каждого свой подход. Поэтому ты его более-менее группируешь. Если ты понимаешь, как ведут себя те или иные группы детей, ты плюс-минус к ним подход находишь, но не в рамках одного человека, а в рамках групп небольших. Иногда, да, действительно, к некоторым людям нужен там свой подход. Но это прям единичные случаи, которые прям очень сильно выделяются из массы. Это прям свои дети с точки зрения... У меня был один человек, наверное, за всю практику, гений. Вот он прям реально был гений. Он был настолько не такой, как все, с точки зрения его мыслей. Он был странный, да, он очень сильно отличался от других детей. К нему другой подход. Ему нельзя было давать, не то, что не, можно было. Ему просто лучше было ему давать что-то интересное, чтобы его развивало, чем то, что делали остальные. К примеру, он в 7 классе уже разбирался не просто в понятии, а в том, как работает блокчейн в 7 классе. Он уже знал, как эта технология работает и как ее можно применять. Вот, в 8 классе, к примеру, он там писал... ладно, давай оставим тему. В общем, там вирусы он писал. Слушай, мне почему классная тема? Потому что, ребят, моя первая книжка по программированию, это была... У меня вообще не было... скажем так, был компьютер, он только появился. И я, знаешь, что пошел первое, что купил? Это вот такой том, да, взломы банков, короче. Вот прям реально взломы банков. У меня такая толстая до сих пор где-то осталась. Мне даже интересно потом, как в рамочку поставить. И мне кажется, детям именно интересны такие задачи, да, вот они себе ставят такую задачу, написать какой-то крутой вирус. Вирус, в принципе, на самом деле, это неплохая штука. Если, грубо говоря, смотреть на какие-то олимпиадные задачи, там, серьезного уровня, то там практически вирус это они и пишут, вот, в какой-то момент. Поэтому, в принципе, я могу понять ребенка, который интересовался вирусами, решая нестандартную задачу. Потому что когда он, в принципе, пишет вирус, тебе нужно написать антивирус сразу же к этой. То есть там сложная задача, на самом деле, если так ее разобрать. Могу просто прикол привести, вот что у меня один товарищ учредил на уроке. Короче, он написал программу простейшую, которая выключала компьютер. То есть это был экзешник, который он с помощью, скажем так, изменения картинки изменил на файл вордовский, по-моему, то есть картинка вордовского файла и название «Ответы на Python Tutor». Ну, это сайт, с которым мы тогда работали, получается, и закинул его в папку всех классов. У каждого класса своя папка была. Соответственно, контрольная, Python Tutor, ребята заходят в свои папки и видят файл с названием «Ответы на Python Tutor». Они нажимают на него, а этот файл выключает компьютер. И я смотрю, я еще не знал тогда, что он такую учудил штуку. Я смотрю, 70% классов компьютеры выключены. Я говорю, так, ребят, нет, давайте заново включаем. Они включают. Смотрю, снова у этого же количества, реально, у тебя класс с правой стороны 15 там стульев, допустим, там или 10, и с левой столько же. И у всех выключаются компьютеры. И ты такой сидишь, думаешь, что случилось-то? Я захожу в папку, смотрю, вижу этот файл, нажимаю на него, у меня тоже компьютер выключается. Я сразу понял, в чем дело, в чем соль. Но я не стал удалять, я просто стал смотреть, что они будут делать дальше. Я тебе могу сказать так, 70% поняли, в чем прикол. Даже нет, больше. Короче, 2-3 человека из класса в среднем за весь урок не смогли не сделать ничего, потому что у них весь урок комп выключался. А в конце они ко мне приходят и говорят, слушайте, а что по оценке? Это мы, говорит, не виноваты, у нас компьютер выключался. Я говорю, ребят, вы угораете? Вы, тыкали на файл ответы, у вас комп выключался, и вы не смогли свести дебет с кредитом, что как бы из-за этого файла он выключается? Они такие, нет. Я говорю, а какие оценки может идти речь, если вы сами себе комп выключали, по сути? Да, я думаю, если AI применять в школах, детям учеба будет просто реально веселой. Сколько можно мемов посоздавать, да?
Это, мне кажется, огромное Да количество. нет, а зачем мемы? Ну вот смотри, во-первых, допустим, как вот мой предмет, да, когда в прошлом году я преподавал, мемы просто как факт, очень крутая штука, когда ты ведешь, например, информатику, у тебя 7 классы, у них там обучение там Paint, да, вот этот векторная, растровая графика, очень классно их обучать по мемам, потому что ты можешь скажем так, преподавать вот эти графические редакторы через мемы. То есть, как можно там удалить задний фон, там надпись какую-то сделать. То есть, по сути, создавать мемы. Это классно. Но зачем яишки создавать для них мемы? Ну, не знаю. Не, чтобы это просто было быстрее. То есть ты можешь накидать словами и что-то интересное. Такой, знаешь, типа взял видео, да, там, какое-нибудь, которое ты думал на ТикТок, но оно не получилось, да, можно создать какой-то... Я просто имею в виду, сколько можно всего сделать с помощью AI, чтобы сделать жизнь веселее в школе, потому что, когда я учился, это была реально такая-то рутина, вставать с утра, идти в школу, садиться за парту, там, слушать, что говорят учителя, потом пытаться делать домашние задания. Вот, не знаю, вот школа вот сейчас, вот ты работаешь вот с молодыми ребятами, вот как школа вот вида изменилась, вот, вот, скажем, вот в этом году, и как ты думаешь, она поменяется, может быть, в следующем году? Ну, я не знаю, как она поменяется, потому что я не смогу это проверить. Я могу просто предположить. Но это сложно, потому что, по сути, ничего не изменилось. Дети те же, программа та же. Ну, подожди, вот давай возьмем такой момент. Когда-то, когда появились первые мобильные телефоны, Ну, это да? ты, конечно, взял. Ну, Это так подожди, так. вопрос, в принципе, тот же самый. Телефон оказался мобильным, он отвлекал детей от обучения, и очень часто мобильный телефон либо не разрешалось приносить в школу, либо его забирали, да, там перед уроками, и потом выдавали в конце. Может быть, не во всех школах, но такая практика применялась, да. Сейчас же они, в принципе, если будут использовать искусственный интеллект, то это будет, как ты думаешь, больше отвлекать детей от учебы, На либо... уроке? Да, на уроки, либо все-таки это будет помогать. Вот. Смотри, я за то, чтобы телефон на уроке не применялся. Его сейчас забирают официально. То есть, если раньше вот все это время сначала телефон не воспринимали всерьез. И был пласт учителей, которые имели достаточно большой авторитет, и дети их слушали, действительно телефон не доставали. Ну, или если доставали, то как-то, ну, прятали, условно, ну, чтобы учителя не видели. И занимались они тем, что обычно там переписывались или играли в игры. Сейчас же дети стали слишком много играть, слишком много смотреть те же там ТикТоки, допустим, и это стало повсеместно, и настолько это стало большой проблемой, что официально на законодательном уровне у нас запретили телефоны во время уроков. То есть их буквально собирают во время урока и в конце урока там тебе раздают. Это правильно. Это очень правильно, потому что у детей нету возможности отвлечься. Ну, остались там разговоры, допустим, как раньше, наверное, также еще пишут на бумажках, что-то кидают друг Ну, на другу. задних партах, да, вот Ну, это да, все. да, да, галерка. Вот, это всегда была проблема галерки. Она как бы так и называется не просто так, там Слушай, всегда... я специально сидел на задних партах, потому что меня не трогал учитель. Там самая интересная вещь происходит, потому что, ребята, если вы на галерке, поверьте мне, можно и на галерке выучиться хорошо. Не, ну, слушай, у нас в школе, я помню, доширак заваривали на галерке. Не, ну, то есть придумать что-то, что там можно делать, понятно. Много чего. На первую парту мало кто хотел сесть, ну, только зубрило. Телефон не нужен детям, по крайней мере, во время уроков. Я бы и, честно, на перемене тоже забрал. Хотя сейчас дети... Да не, наверное, дети такие же. Если вспомнишь, наверное, свое детство, во время перемен ты чем занимался? Слушай, мы в основном слушали «Сектор газа». Вот в свое время мы слушали всякий рок, вот, и у нас стояла колонка, мы с собой приносили. Вот это, ну, мое детство, слушай, это мое детство проходило в 90-е, у нас компьютеры там появились в конце там 90-х, поэтому все, что мы умели развлекать себя, это вот музыкой, скорее всего. Не, ну вы бегали, прыгали, там, Вот я тебе дрались. говорю, вообще уже нет. Вот этот вот именно в моей как бы школе, вот эта Ну я понял, у тебя... активность уже все, мы уже перешли. Если как бы в ранних, как бы действительно, там начальные классы, конечно же, мы там бегали, кидались портфелями, куртками, шапками, не знаю, выбегали на улицу, играли в снежки. Ну, Вот на понятно, переменках. дрались, ну, вот эта вся веселуха, короче. Короче, была веселуха, Активность. да. А уже когда были старшие школы, да, там уже начался этот здесь панк-рок, вот эта вся культура, которая нашла, да, Король и Шут, все это туда пришло, группа кино, это просто какая-то была религия, мы все это слушали на переменках, и во время уроков мы тоже слушали, честно говоря, так что это было интересно. Да, но там просто вопрос немножко в другом, в том, что у тебя были достаточно активные перемены, ну, условно. Активные, да, Прям да. реально активные. Сейчас ты выходишь на перемену, единицы что-то бегают, прыгают.
процентов 90 у тебя сидят и просто залипают в телефон. Они либо вместе играют по сетке в какой-нибудь Roblox или Brawl Stars, либо что-то залипают в видосы. И в целом, наверное, даже лучше, потому что школа целее становится. Но Согласен, да. они не уничтожают ее полностью, а только частично. Вот. А по поводу того, насколько вообще это влияет на человека, да очень сильно влияет. У тебя, ну, ты видишь просто незаинтересованность человека, потому что, к примеру, та же красивая картинка, да, она по сравнению с тем же учебником, ну, ему неинтересно смотреть в черно-белое какой-то лист бумаги, да, когда у него вот тут вот в руке есть яркая, насыщенная, красочная картинка. Мгм. Это, ну, большая Ну, проблема. подожди, это как к тому, что ты говоришь, что мы проигнорировали телефон, который мы могли использовать, ну, может, планшеты в системе образования. Очень круто. И можно было создать огромное количество программ, которые реально помогали бы детям ту же самую математику понимать не за 30 минут урока, да, а буквально в игре за 2 минуты. Я лично так и обучал там своего там ребенка на каких-то интересных играх. Но смысл в чем? Ну, мы же не можем AI сейчас игнорировать. Мы же отстанем. Если какая-то страна сейчас будет внедрять искусственный интеллект вот просто на законодательном уровне, Дубай, насколько я помню, да, Арабские Эмираты прям в школах чуть ли не насильно ну, собираются делать. Я могу ошибаться, но вроде такая новость проскакивала, что будут внедрять AI. А вот мы тут, допустим, в странах там СНГ, вот там, где русскоговорящие сейчас находятся, да, наш канал для русскоговорящих по всему миру, у них не будет искусственного интеллекта. То есть Ну, дети будут отставать. подожди, что ты хочешь от искусственного интеллекта? Что он будет делать? Давай я тебя так спрошу. Что будет делать искусственный интеллект в школах? Что он должен там делать? Слушай, и вот когда я сейчас... Я полностью, ребят, я полностью перестал использовать интернет, я сейчас все спрашиваю у AI, и, в принципе, вот все последние новости там, это Илона Маска, которые говорят, все, интернет умер, нам нужен только AI. Самое главное, что, наверное, ребенок сможет намного быстрее получать достоверную информацию в том виде, в котором он хочет, тем голосом, которым он хочет, чтобы быстрее обучить свой мозг. То есть, как ты сказал, персональное образование. Вот я считаю, что возможно... Это мой пример. Вот ты работаешь в школе, я по себе, у нас действительно огромный был класс, не хватало на всех внимания, а иногда хочется внимания учителя, чтобы он что-то объяснил, а он не может, и ты начинаешь нервничать, где-то не успевать. Вот и моя какая-то невоспеваемость в школе была, потому что учителю не хватало времени мне правильно объяснить тот либо иной предмет. Особенно у меня была проблема с химией какая-то, просто ужасная, не знаю почему. Потом она исчезла. Вот, а тут у ребенка и видео могут сгенерить, и голос другой они могут использовать, и картинки там нарисовать, все, что любую тему AI сможет объяснить, хоть кино снять, мне кажется, в будущем. Тот же самый какой-нибудь трейлер какого-то любимого мультика объясняет, понимаешь, как там складывается. Хорошо, допустим, сейчас это нереально. Ну, это Ну, нереально по всем параметрам, если мы возьмем. Во-первых, у нас нету своего хорошего искусственного интеллекта. То есть так, чтобы мы могли уже какой-то... Нету готового решения для этого, вот так скажу. Потому что все решения, которые есть сейчас на рынке, они, ну, если только, наверное, не чат GPT, да, то есть они узконаправлены. То есть либо это какая-нибудь лингвистическая модель, либо это генератор видео, либо картинок, да, то есть они все сами по себе узко направлены. Если мы берем чат GPT, да, то это набор каких-то инструментов решений. Это одно решение для и видео, и текстовых историй, и генерации картинок, к примеру. Да, то есть все в одном. Вот, он улучшается, миллиарды людей, ну, миллионы, так, сотни миллионов, так точно, его каждый день тренируют, соответственно, да. А что у нас есть? Вот что мы, искусственный интеллект от Яндекса мы будем вводить? Ну, как по мне, он еще очень сырой. То есть, понятное дело, что... насколько я помню, там только обученная модель чата GPT-3.5. Но я могу ошибаться. Я понимаю, что технология, которую мы говорим именно, если мы говорим про Российскую Федерацию, это отдельно. Я больше как бы говорю про мир весь, да, потому что люди у нас в разных регионах тоже живут, пользуются разными продуктами. И понятно, что создать крутые модели нам... Вот даже если брать даже обычный пример, если у нас там в России живет там 150 миллионов человек, а в Китае там миллиард, к примеру, да, то понятно, что они нагенерят больше информации, и AI будет намного круче, и невозможно, даже какие бы ты сервера бы не поставил, понятно, что там у них модели будут намного лучше, и, скорее всего, это мое личное мнение, что Китай обгонит США там в долгосрочном плане в разы, потому что количество людей, которые будут использовать AI, будет намного больше. Именно по этой причине, что нейронных связей будет как бы больше. Сейчас мы просто как бы пытаемся сравняться с человеком,
и уже перегоняем по некоторым параметрам. А дальше это уже будет гонка только AI. Человек уже за бортом будет. Это Ну, будет... понятно, да, это мы уже не особо будем это контролировать. Да, да, да. Вряд ли кто-то это будет контролировать. Это просто все пойдет на самотек, пока они там не разовьются. Пока не полетим, наверное, на какой-нибудь там Марс, да, и там... И дай Или... бог. Вряд ли. Вряд ли. Ну, У тебя, да, я так понял, у тебя больше негативный, да, момент? Ты думаешь, что все взорвется? да нет, дело в том, ну, не то, что все взорвется, просто, скажем так, это опасно. Знаешь как, мы очень сильно зависим от технологий. Очень сильно. Прям и это проблема того же искусственного интеллекта. Ты перестаешь запоминать. Ты перестаешь запоминать и отдаешь свою жизнь полностью в руки и во власть искусственного интеллекта. Ну, окей, раньше это были, не знаю, книги, ты читал, запоминал, да, потому что, ну, у тебя там вот есть огромная библиотека, например, по судоводству. Ты Мгм. такой, ага, так, хорошо, если ты что-то не помнишь, то ты хотя бы помнишь, где это можно прочитать, какая книга, какая страница, где она у тебя лежит на полке. Ну, например, да. Потом появился интернет, и у тебя появился любимый сайт с той информацией, которая тебе нужна. Ну, простой пример. Что нужно сделать, если у человека упало давление? Ты можешь сказать? Не, я пойду искать в интернет, скорее всего. Естественно, да, нужно там либо лечь, поднять ноги, либо выпить там кофе с сахаром, там чай с Так, сахаром. самое главное, я не буду использовать Google. Я пойду в какой-нибудь сейчас О3 и спрошу у него, потому что Google уже сейчас, мне кажется, отстал от самого себя. Вот. Ну, так как я, скажем так, считаю, что очень плохо, что человечество начинает зависеть от технологий, оно уже давно зависимо. Отключи сейчас все, что есть на планете, там погаснут сервера, ну, условно так сказать, отключится электричество, и все. Ну, и ты буквально остаешься один на один со своим незнанием и с не самостоятельностью, потому что до этого вся твоя жизнь находилась в руках интернета. Ну, понятно, до этого в жизнь там книги, потом интернет, а сейчас еще и искусственный интеллект, потому что он лучше, чем интернет. Ну, с одной стороны, да, естественно, какой-нибудь форум он тебя не заменит, где реальные люди будут с тобой переписываться, и то только сейчас. А в плане вопросов каких-то он вообще идеально подходит. Слушай, вот ты такую тему классную затронул, вот которую, наверное, именно должно развивать и государство, и политика. Конечно же, когда человек взрослый общается с AI, наверное, он сможет понять, что тут какая-то подмена, что-то не так сказал, есть опыт, да, вот работы какой-то, а ребенок нифига не сможет понять, где его обманывают. Вот, понимаешь, вот если какой-то AI там позвонит ребенку, либо начнет ему какой-то текст генерировать, какой-то даже видеоматериал генерировать, он же может его обмануть, он же ум-то неопытный. Вот защита даже вот детей именно вот в этом плане для меня остается как бы загадкой. Понятно, что технологии развиваются, и мы должны это делать. Ну, как ты прав, мы не можем контролировать. И это может нанести свой вред, потому что ребенок может получить абсолютно не ту информацию. Подожди, а кто звонит ребенку от лица AI? Я думаю, какие-нибудь, не знаю, Злоумышленники. ну, Ну, злоумышленники, грубо пираты, говоря. да, И которые не хотят... только детям, и взрослым, Да, и ну, пожилым. И всех обманывают. Но это не проблема искусственного интеллекта, это проблема недобросовестности некоторых граждан. То есть мы их вообще не берем в это уравнение, так сказать. Это люди, они будут всегда. Они всегда будут искать доступ к легким деньгам. Как и кого? Они всегда обманывали. Возможно, искусственный интеллект позволит нам их вычислять, ну, быстрее. быстрее, да. Конечно, допустим. Я бы уже сейчас сделал, прям вообще отличная идея. Это вот звонят вот эти мошенники все, они же звонят по телефону, правильно? Записывать эти разговоры, например, а потом спустя сколько-нибудь лет, вот, так как у нас уже есть, например, там вход в метро по лицу, там Face Мгм. ID, да, и появляется у нас, например, там голосовое распознавание, да, например, Мгм. вот так. Потом раз их и массово всех найти. Когда, например, у нас будет вот этот Да, да, по голосу по там, тембру например, голоса, да, 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 как-нибудь авторизация или классная что-то идея. еще. И можно будет действительно за одним махом просто найти всех злоумышленников, которые там кого-то пранковали, кого-то там обзывали, кого-то, я не знаю, там обманывали, разводили на деньги. Вот это тоже прикольная история. Слушай, ну а какие вот лайфхаки? Вот я предполагаю, что да, тему можем очень долго развивать. Я бы дал бы ребятам еще вот в рамках этого подкаста какие-то интересные лайфхаки, что они могут использовать уже сегодня, да, для каких целей вот искусственный интеллект. Вот, допустим, мы назвали, что можно уже начать работать, да, как-то создавать интересные, ну, брать там работы на фрилансе, да. Ребят, я думаю, что пришло время развить тему, такие как бы лайфхаки по AI,
помощью AI, как мы можем зарабатывать деньги уже в школе, чтобы у вас были карманные свои деньги, чтобы вы не просили у родителей. Я думаю, нам родители скажут большое спасибо. Один момент уже Данила рассказал. Это можно делать работу заказную на фрилансе, пробовать ее сдавать, и вам могут оплатить за вашу работу. Такой работы, конечно же, очень много хватает, и, возможно, ваши идеи станут ценными, и вы получите какие-то карманные деньги. Что еще можно делать, Данил? Как еще можно зарабатывать с помощью AI? Так, рассказываю, а вы слушайте внимательно. Так как на рынке сейчас достаточное количество бесплатных сервисов, либо очень дешевых сервисов, которые позволяют генерировать текст, соответственно, генерировать картинки, генерировать видео, я могу просто рассказать про те случаи, которые, ну, лично встречались мне на практике, да, когда ученики школы, в принципе, что-то делали такое и получали за это деньги. Чат-боты в Телеграме, то есть их можно делать также через искусственный интеллект, но вам нужно иметь хотя бы минимальные знания программирования. То есть, если вы умеете кодить, этого достаточно, я не знаю, ну, класс 10, если вы школьную программу по программированию прошли, дальше просто Даня, а изучить. что сейчас программирование детям по стандартной программе не преподают в школах? Мне кажется, сейчас в каждой школе Нет, подожди, я же сказал, преподают. Я говорю, поэтому говорю, класс 10. То есть, класс 10, а помладше? ну, сложно. Ну, во-первых, программирование, если мы говорим про Python, во-первых, не в каждой школе преподают Python. Мгм. Допустим, ну, все-таки чаще всего те же чат-боты пишутся на Python. Соответственно, 9 класс это УГ, там прям очень такое поверхностное. Мгм. Допустим, я бы сказал, это класс 10, и к этому нужно будет знать всю базу, то есть это циклы, там, функции, допустим. Слушай, у меня сейчас ребенку 8 лет, и я ему, он очень сильно интересуется программированием. Я вообще считаю, программирование, там, скрипты, все что угодно, должно быть частью вообще уроков образования в школе. Что это такое? Почему у нас до сих пор это... За границей, ребята, это все есть. Там У нас ребята... это тоже есть. Да, есть. Конечно, ну я же говорю, просто смотри, насколько я помню, у нас 8 класс это начало Python, ну ближе к концу года, Я тебе сейчас соответственно. про 2 класс. Ты говоришь про 8, это 6 лет. Люди сидят и не знают, что делать. Мне кажется, уже люди в начальной школе, дети могут что-то конкретное сами делать. Но Вот у них нет информатики во 2 классе. ты думаешь, это именно информатика должна быть? Потому что как бы информатика мог быть как бы не такой, Ну, ты следующий уровень. хорошо, допустим, тогда у тебя ребенок чаще в телефоне или в компьютере сидит? Слушай, мне кажется, вообще вот именно работа и с искусственным интеллектом, оно подразумевает того, что ты умеешь делать какую-то повторную работу несколько раз, да, какая-то автоматизация. Скорее всего, это, ну, это не похоже на программирование, но это просто какой-то некий скрипт. Но хотя бы учить детей писать скрипты. Telegram-бот — это скрипт. Смотри, я тебе просто приведу простой пример. Мое поколение, мы больше были в компьютерах. Мгм. У нас были телефоны, но в момент, когда они появились, они были кнопочные. И мы ходили, например, ну, кнопочный телефон, там из игр была только змейка, там какой-нибудь шарик, вот этот Мгм. болт. И мы ходили в компьютерные клубы. То есть это был расцвет компьютерных клубов. Когда ты приходишь, играешь в компьютер, ты не особый пользователь компьютера, потому что умеешь только, ну, не знаю, запустить контру, либо Sirius Sam 2, или в GTA Vice City. И ты играешь в комп. Ты умеешь там пользоваться клавиатурой, умеешь пользоваться мышкой просто потому, что ты до этого никогда этого не делал. Ты просто пришел в компьютерный Мгм. клуб, тебе показали красивую картинку, ты сел, тебе показали, что вот тут управление, вот тут стрелять. Все, и ты начинаешь работать. Потом начинаешь печатать, пользуешься чатом для КСки, и таким образом у тебя функционал компьютера все увеличивается и увеличивается, он все больше и больше. Раз ты уже начинаешь там быстрые горячие клавиши, там сохранение и прочее, и ты через тот же компьютерный клуб, через те же игры на компьютере, ты начинаешь уметь пользоваться компьютером. И у тебя все это дело вот так вот начинает развиваться. И интереса больше. Ты уже хочешь домашний компьютер, потому что ты хочешь играть на нем в игры, а потом уже тебе начинают рассказывать, что на нем можно не только играть, на нем есть и всякие программы, интересные, не очень. Ну и таким образом ты развиваешься. У текущего поколения детей все иначе. Они как раз-таки реже пользуются компьютером. У них зачастую телефон, Мгм. потому что на телефоне есть Brawl Stars, есть Roblox, есть TikTok, и их жизнь в большинстве своем зависит как раз-таки от телефона. И поэтому, когда тебе в 6 классе приходят дети, которые вообще, они не знают, как включать компьютер, буквально 99%, единицы могут что-то сделать. Они не умеют печатать, они, ну, вообще, ну, то есть они развиваются. То есть ты в 6 классе даешь там вот этот Baby Type, по-моему, называется, то есть то, как печатать. Программа специально для обучения
печатанию. Я, когда в школе учился, я думал, что, ну, эта программа дно. Мгм. Вот. А потом, когда я стал сам преподавать, я понял, что, слушай, а не такая уж она и плохая, потому что, ну, во-первых, прикольно, да, там ты печатаешь, чтобы тебя не съели. Ну, то есть там в игре Мгм. персонажик, он идет по экрану, и ты должен печатать, 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 чтобы тебя там какая-то хрень, не знаю, Мгм. ползучая не съела. Она всегда разная. Это прикольно, детям заходит сейчас, потому что это прям буквально похоже на игру. Но они сейчас все в телефонах. И у них практика больше на телефонах, а не на компьютере. Поэтому В говорит, принципе, что наши клавиатуры, да, они как бы умирают. Я предполагаю, что вот это вот печатание, да, вот это вот именно, оно сейчас захватывает мир. Слушай, я, кстати, об этой теме реально не думал. Ты прав. Вот если я смотрю на молодое поколение, они реально сидят в телефонах. У ребенка есть компьютер, и к нему он подходит реально процентов 15 только что-то поиграть. Чтобы что-то там сделать, пока нет. И, возможно, ты прав, что дети чуть постарше, им интересно вот это вот самопрограммирование, да, именно в такой серьезной форме, что они готовы зарабатывать на этом. просто второй класс такая мне сказал обучать программированию. Я, ну, сказал про информатику. И ты такой, а зачем, если может только программировать? Ну, прежде чем ты должен научить человека программировать, ты должен научить его включать компьютер, пользоваться клавиатурой, горячие клавиши, я не знаю, там что-то править, фиксить и так далее. Данил, я вот с тобой сейчас провожу подкаст. Мне кажется, если бы ты был бы директором какой-то современной школы, да, где преподают AI, да, где вот есть информатика, я бы точно бы отдал бы своего ребенка, потому что мне кажется, современные дети должны обучаться вместе с технологиями не потому, что как бы они эти технологии есть, а потому что их надо еще учить пользоваться этими технологиями. Вот эта вот школа точно пропускает. А, да, у нас в целом программа немножко устарела, как по мне. Ну, я так считаю. То есть, да, там есть много важных моментов, наверное, когда-то. То есть они были важными когда-то давным-давно. Сейчас их можно не как, не знаю, какой-то основной акцент преподавать, а наоборот, как второстепенный. То есть вынести их на второй, третий план. Потому что время прошло, компьютеры изменились, программы изменились, все поменялось. То есть я смотрю, на чем, например, или чему учат сейчас преподаватели в школах, и я прям вижу, что, ну, это прям очень устаревшая история. Максимально. Она максимально неприятно выглядит. То есть если, допустим, 20 лет назад да, тот же Paint выглядел еще ого-го, и это было круто, классно, что ты Мгм. можешь рисовать на компьютере, то сейчас формат того же Paint выглядит немного убого. Ну, смотря как ты преподаешь. Если ты просто там показываешь, что, ребят, вот тут фигура такая, вот тут квадрат, и думаешь, что дети будут от этого в восторге, ну, извините, у них... Скажу честно, я когда-то пользовался фотошопом, да, долгое время, и я считаю, что фотошоп — это убогость, как и Paint, потому что есть генеративный AI, где ты пишешь промптом, он тебе может все и тексты попереставлять, все что, ну, сделать все, что угодно. Не нужно ничего делать. Ты просто грамотно спроси искусственный интеллект, и он, в принципе, может тебе сделать очень крутую картинку, обработать даже и фотографию. Я думаю, это вообще будущее вообще обработки любого изображения. Пускай он там под капотом включает все что угодно, но главное получить в конечном итоге результат. Ну, не так же это работает. Ну, ты не можешь стопроцентную картинку через Photoshop, ну, через искусственный интеллект сделать. Пока. И какие-то вещи ты можешь уже сделать. Там переставить тексты всякие разные, он это уже классно делает. Он делает как это? Он может открыть вместо тебя Photoshop и за тебя сделать. Это он уже делает. Мы говорим про чуть будущее там через год, когда и Photoshop открывать не нужно. Под капотом запускается нужна какая-то программа, какая-то модель, и он тебе все делает классно, да, и ты просто говоришь там, сделай мне вот это и вот это. Тебе, в принципе, даже программой пользоваться не нужно, потому что это огромный интерфейс, знание этих кнопок, хоткиев, да, куда там что кликнуть, да, куда что, это же время занимает, а с промптом это проще, ты просто говоришь своими словами, что тебе нужно сделать, он это делает. Ну, давай тоже так не будем вдаваться в крайности, не совсем своими словами. Ты Мгм. говоришь ему его словами. Потому что если ты скажешь ему своими словами, он ничего не поймет. То есть, когда вышел, например, Midjourney, люди, которые писали ему в тупую, ну, то есть, типа, нарисуй мне картинку, красивый закат, не знаю, там, ну, то есть, и как-то по-своему писали. Он же постоянно не то им вырисовывал. В начале, когда, да, я думаю, ребят, мы не будем на этой теме сейчас заостряться. Отдельный подкаст будет именно про промпт инженеринг. Это будет первый курс, который выйдет, когда мы наберем 50 тысяч подписчиков. Ребята, подписывайтесь на канал, чтобы наконец-то начали выходить конкретные хорошие курсы, бесплатные курсы, как делать правильный промпт. Но дело
сделаю маленький инсайт. Да, раньше действительно нужно было знать, что писать. Сейчас они уже сами помогают тебе под капотом это делать. Ты можешь написать своими словами. Он буквально разворачивает все твои предыдущие сообщения. Он буквально понимает, что, подставляет все нужное. И если мне там раньше приходилось писать отдельного агента, который по моему запросу мне правильно пишет то, что я хочу, я считал, вау, какая-то крутая технология, ее можно продавать. Через там буквально 3-4 месяца она стала встроенной. И это про систему именно бизнеса в IT, который просто, мне кажется, умер. То есть в том виде, в котором мы его знали, он просто умер. Действительно, настолько быстро все развивается. Все ваши ноу-хау, которые вы придумываете сегодня, они уже, к сожалению, завтра будут не востребованы. Хорошая там шутка. В декабре буквально 90% стартапов в AI обанкротилось, когда компания OpenAI начала день за днем выпускать новые фишки. И вот реально они банкротились. И вот сейчас посмотреть на рынок искусственного интеллекта, там осталось компаний 6, наверное. Все они очень крупные. Вот. И, как правило, они все занимаются нетрадиционными задачами. Это робототехника, обучение роботов, это генерация видео. Все простейшие вот эти ребята, промпты, генерация там каких-то курсов, что-то еще, это все доступно бесплатно. Они уже много встроены в обычные большие модели, поэтому обычные там подписки на OpenAI там, или на Google, да, сделаем бесплатную рекламу, хватает для вот этих вот задач. На самом деле это где-то и печаль, но с другой стороны доступность технологий для всех людей в таком ключе, да, там за маленькую там подписку, она прям вызывает у меня как минимум восторг, да, к примеру. Ну, ты еще расскажи про то, как работают все эти сервисы. Ну, просто небольшой такой тоже инсайдик. Ну, и вы, может быть, о нем знаете, что когда ты заходишь в интернет и гуглишь, допустим, не знаю, мне нужно изменить какое-то изображение или сгенерировать изображение, сгенерировать картинку, вот, и у вас открывается десятки, если не сотни сайтов, и на каждом из них можно сгенерировать картинку. Так вот, суть заключается в том, что, по сути, все эти сайты, они подключены либо там к какому-нибудь Midjourney, либо к какому-нибудь чату GPT, и когда вы генерируете на этом сайте картинку, вам генерирует ее GPT-шка, либо Midjourney, либо еще какая-то сеть. Вот. То есть это сервисы, которые просто используют чужие API, да, нейронки. да, Да, чужие API-шку нейронки. используют, а вы можете думать, что нифига себе у сайта там, не знаю, своя нейронная сеть. А по сути нет. По сути у нас их действительно, ну, десятки, вот, а сайтов, которые эксплуатируют, скажем так, вот эти сторонние ИИшки, их, ну, как бы Да, сотни и на самом тысячи. деле это большая проблема. Я называю эту проблему инфо-цыганство в AI. На это у меня, как бы, ребята, был ролик, на него обязательно посмотрите. Мы будем с этим очень сильно бороться. Будут выходить у нас и новости, да, и будут выходить ревью на различные сервисы, которыми реально можно пользоваться, потому что, конечно же, оболочки сверху стоящие над вот этими LLM-ками, да, нет смысла их использовать, они только делают вашу жизнь хуже. Напрямую используйте, вот Данил сказал Midjourney, еще Леонардо, насколько я помню, можно использовать. Там да, что угодно. Ну, и Просто есть их там только штук 5, наверное, 10, ну, максимум, да, где действительно стоит с чем поработать. Я на все буду делать какие-то определенные ревью. Все остальное — это какие-то поверх написанные промпты, агенты, и не факт, что вам есть смысл с ними напрямую работать, и вам с ними по пути. Особенно ребятам, которые сейчас учатся в школах, либо начинают свои первые шаги в университете. И используйте, мы назовем, базу для начала, а уже надстройки по вашему усмотрению. ну, вот к вопросу как раз-таки о заработке. Если вы зайдете на Quark, соответственно, вы можете посмотреть популярные там вакансии, то есть там, к примеру, есть текстовые какие-то истории, то есть это копирайтеры, да, это генерация картинок, это генерация видео, растушевка каких-нибудь фотографий, да, когда тебе скидывают там, например, или раскрашивание фотографий черно-белую фотку, и ты ее раскрашиваешь, восстановление фото. То есть много таких вещей простейших, которые раньше делали за деньги. То есть я даже помню, приходишь в фотосалон, да, на право фотографироваться, а там, например, раскрасим вашу там черно-белую фотографию там, или восстановим старое фото. Мгм. Сейчас это замечательно делает ИИ, и за это также берут деньги люди. Вот, то есть можно много таких задач решать через искусственный интеллект. Это вопрос о том, что школьники, там, студенты могут уже сейчас ну, этим заниматься. Могут зарабатывать какие-то небольшие, это не миллионы, просто за счет того, что они будут выполнять ту или иную задачу. Карманные расходы, Да, да, да. что были. Копирайтер, замечательная история. Сейчас, если раньше, например, ну, допустим, у меня есть сервис, там, это сайт. Если раньше заполнение там или одна статья стоила, там, допустим, 100 слов,
слов, если не ошибаюсь, стоило там в районе 300 рублей, ну, допустим, да, и там уже как хочешь, так и делай, то есть у тебя статья на 1000 символов, ну, на 1000 слов, извиняюсь, Мгм. то, соответственно, она тебе обойдется, допустим, в 3000. Мгм. Вот, а если на 10 тысяч, то, ну, сам считай и так далее. Вот, сейчас ты можешь взять человека, который тебе эту же статью сгенерирует, ну, за полтос, может быть, за 100 рублей. Мгм. Вот, а статья тебе принесет, ну, какую-то уже свою прибыль в плане там твоего сайта. Кстати, очень интересный также бизнес — это вот сайты. Ну, это отдельная Я история. вообще, когда узнал, что программисты некоторых крупных компаний пишут просто промпт и уже не пишут код, я просто понял, что это работа вообще для школьников. Ребят, делайте свои мини-агенты. Вот именно создание этих обычных агентов, да, AI-агентов, это работа вот для школьников, там, студентов первого курса, чтобы просто заработать какие-то минимальные деньги. Это точно не работа для профессионалов. Я был очень сильно поражен, когда узнал, что программисты просто пишут агентов на промпте, потом их начинают продавать. Для меня это очередное инфо-цыганство, вот, которое долго не проживет. А вот вы, ребята, действительно это можете делать, потому что там есть пока заработок, он все время будет. Да, это небольшие деньги, как Данила сказал, но они, по крайней мере, вам дадут опыт, правильно, они дадут вам, мы же денежку, и в-третьих, это самое главное, вы, возможно, потом в будущем, работая вот в этой всей сфере, сможете найти себе хорошую, классную работу, помимо того, как вы учитесь. Я лично за то топлю, да, чтобы ребята как можно раньше начали использовать AI, обучаться искусственному интеллекту, и чтобы Хотя понимать, да, его всю суть. дополнить. Значит, Wildberries, Озон, карточки. Прям вообще на ура. Вот так вот делаются. То есть, что там, что туда входит? Есть такая вещь, как SEO. Да, это у нас ключевые запросы, это у нас, ну, там много всяких моментов есть, там ссылочная масса, прям огромное количество. Если у вас, например, свой сайт, свой, например, или страница на там же Wildberries или Озоне, да, чем правильнее, чем лучше вы ее заполните, тем лучше у вас, соответственно, она будет там в поиске индексироваться, к примеру. Вот, соответственно, это и картинки, которые привлекают внимание, да, это генерация картинок, генерация задних фонов, генерация там тех же товаров, условно, и генерация текста. То есть на текущий момент услуги специалиста, который создает страницу товара, стоят достаточно высоко. Ну, то Мгм, есть это может быть там и 5, и 10 тысяч рублей, ну, в зависимости от мгм, специалиста. Раньше, вот прям буквально год-два назад, как это работало? Значит, нанимали фотографа, нанимали студию, ты приезжал, весь твой товар фоткали, потом либо этот же специалист, который все это организовывает, он тебе писал все текста, включал в них какие-то семантическое ядро, да, где весь текст был определенным образом расписан, чтобы у тебя твой товар находился не только по одному названию, но и по всяким комбинациям названий. Так вот, сейчас у тебя генерация товара идет через искусственный интеллект, ты можешь даже не делать фотосессию, у тебя буквально все, что нужно будет сделано. То есть закинул фотку своего товара и написал промпт. мгм. Сгенерируй мне то-то, то-то, то-то. Все, получаешь идеальные студийные фотки, которые также через яишку можно прогнать и доработать как-то, чтобы это выглядело сочно, добавить каких-то деталей. Также через текстовые яишки пишешь описание и вот это все. И вот у тебя получается страница, которая раньше стоила 10, там, ну, от 5 до 15 тысяч, насколько я помню. Сейчас ты можешь это сделать за 2, за 3 тысячи, ну, на том же сайте, к примеру, на том же Quark. Ну, это Мгм. я просто, почему его привожу в пример, потому что я точно знаю, что там это есть, да. Вот, вот вам и лайфхаки. Хотите, можете, например, заниматься вот этим, создавать вот эти страницы. Мне больше всего, знаешь, какая понравилась история с Озоном связанная, если не ошибаюсь, то ли Озон, то ли Wildberries, когда парень стал продавать палки для битья крапивы. Не слышал? Нет, нет, В расскажи. общем, какой-то молодой человек просто начал реально продавать палки обычные. Вот. А у него была страница в Озоне, и написано «палки для битья крапивы». И он просто продавал палки. И у него там их купили там на несколько сотен тысяч рублей. Ничего себе. Да, ну Ребят, круто ну же. вот как раз-таки классная идея. Придумывайте крутые продукты, крутые товары, продавайте их на Озоне, Вайлдберрис и все остальное. У вас креатива очень хватает. Я уверен, что наши ребята, да, вот, особенно молодежь, она очень креативная. Те видео, которые вы смотрите, вы просто обязаны быть креативными, потому что иначе я даже не представляю, куда мы придем вот с этим нашим поколением. Ребят, я думаю, что если вам понравилось вот наше видео, наш подкаст, вы ставьте огромное количество лайков, да, пишите свои комментарии.
мы обязательно с Данилой сделаем тогда вторую часть. Да, у нас много разных крутых историй, на самом деле, как можно использовать искусственный интеллект и в школах, где можно зарабатывать, какие-то лайфхаки, какие-то очень интересные новости. Вот, мне лично было очень интересно с Данилой сегодня пообщаться. Данил, у меня такой заключительный вопрос к тебе, да, достаточно такой важный. Вот, я не знаю, ты родитель, не родитель еще, но вот, допустим, ты у нас правишь планетой Земля, да, у нас там нет ни стран, ничего, да, вот ты правишь планетой Земля. И вот приходит какой-то айтишник и говорит: слушай, Данил, у нас есть такая крутая технология, называется искусственный интеллект. Он может делать вот это вот. Ну, показывают тебе, ты такой, вау, и так, и... Вот ты, поработав с ней, вот, допустим, какое-то количество времени, допустим, там год, полгода, ты бы разрешил бы людям, да, вот своему населению использовать искусственный интеллект, или бы ты запретил до какого-то вот времени? Вопрос интересный. Я бы, наверное, запретил, потому что когда человек перестает думать сам, и за него думает тот другой, ну, человек начинает глупеть. Соответственно, если мы дадим возможность людям не думать, то мы получим очень глупое поколение. Слушай, ну, интересный на самом деле ответ. Я задаю этот вопрос всем моим гостям, потому что на него сам еще не ответил. Наверное, я в поисках этого ответа. Поэтому, мне кажется, это очень интересное мнение, на самом деле. Ну, спасибо, Мгм. конечно. Но реально, представь на секундочку, вот ты даешь людям ответы на все вопросы. Они начинают, ну, то есть, ну, реально, вот что-то такое рядом вокруг тебя летает, там, допустим, в твоем телефоне. Мы же все понимаем, что технологии постоянно развиваются, и вот от Илона Маска вышел нейролинк. Да, вопрос, наверное, ну, может быть, десятилетия, когда это начнут вводить уже, ну, в массово. То есть, когда ты уже реально в мозг сможешь что-то вставлять. Какой-то чип или что-то типа того. Мгм. Ну, опять-таки, мы же говорим и предполагаем относительно текущих технологий. То есть мы же не знаем, что будет дальше. Может быть, действительно у нас будет чип, который ты вставляешь, и у тебя все ответы уже в твоей голове. То есть не в телефоне, а именно в твоей голове. Вот это, кстати, тоже на самом деле ну, интересная штука. Потому что я говорю, что нет, я бы не разрешил, например, людям использовать искусственный интеллект. А с другой стороны, искусственный интеллект позволяет ответить на многие вопросы. Он позволяет найти ответы. То есть вот это очень важно. Не просто то, что ты можешь спросить у него, я не знаю, допустим, дозировки лекарств, чтобы не читать инструкцию, ну, условно. Или, например, что-то еще такое простое, там, рецепт какой-нибудь. Мы же понимаем, что не для этого он нужен. Он реально нужен не для этого, он нужен для симуляций, чтобы ты мог симулировать некие там мировые процессы, допустим, чтобы там найти одну из разновидностей пенициллина. Ну, антибиотиков, да, ты там смотришь, там перебираются разные, скажем так, составы и находишь какие-то новые лекарства, находишь новые сплавы, да, то есть симулируешь физику там Земли, допустим, материалов, атомов, вот этой всей истории, и ты с помощью искусственного интеллекта сможешь вот эту всю историю сделать, сможешь найти новые лекарства, новые материалы, доказать там или опровергнуть существующие законы, это что же так? И вот когда мы говорим об искусственном интеллекте в этом ключе, это супер тема. Ты получаешь ответы на вопросы, которых не можешь найти сам. Просто потому что мы люди, у нас небольшой срок жизни, так сказать, и наш мозг очень сильно ограничен. Эйнштейн был гением, а искусственный интеллект умнее, чем Эйнштейн в несколько тысяч, миллионов раз. Вот зачем он нужен. Чтобы давать ответы на те вопросы, которых мы еще не знаем. То, что мы его используем просто, скажем так, чтобы узнать, я не знаю, рецепт окрошки, или какая... И вот я смотрел недавно, выходил пост о том, что у искусственного интеллекта спросили, какая же окрошка лучше, на чем там, квас, кефир или пиво, к примеру. Вот искусственный интеллект сказал, что на кефире. Ну, представляешь, да, то есть мы сделали искусственный интеллект для того, чтобы покорить эту жизнь, и тем временем мы используем искусственный интеллект, Я чтобы думаю, узнать, он обиделся. да на чем окрошка лучше. И закончив все-таки тему,
искусственный интеллект, наверное, полностью себя разовьет, когда он будет, наверное, сопрягаться с мозгом. То есть будет какая-то такой коннект прямой. Сейчас мы через телефон это делаем, а все-таки представь, что технологии-то, они будут развиваться параллельно. Вот, и, допустим, что если железом для искусственного интеллекта станет, как бы это ни звучало, мозг. Ну, все-таки в эту сторону тоже двигается ну, прогресс. Процессоры, да, они в какой-то момент достигли уже, скажем так, своей сингулярности, они не могут стать меньше. А дальше, чтобы они были мощнее, нужно менять техпроцессы и, соответственно, менять саму структуру процессоров. И уже сейчас, я знаю точно, есть, ну, я не знаю, как насчет готовых прототипов, но то, что сейчас разрабатываются процессоры био, скажем так, механические, это уж точно. Вот, поэтому искусственный интеллект будет прям реально развиваться и улучшать человека только тогда, когда он будет в нем. Вот, поэтому если у нас нейролинк разовьется до такой степени, что его можно будет внедрить любому и, например, подключить к нему что-то, и он будет не только отправлять сигналы из мозга, но и получать их, вот тогда это будет крутая история. Ведь представь, если ты, например, сможешь с помощью своего мозга отправлять картинку, которую ты видишь, там, воспоминания свои в компьютер. Это же, по сути, возможно. Раз мы эту картинку видим у себя в голове, например, у нас мозг ее как-то воспроизводит, значит, есть участки мозга, где она есть. И когда искусственный интеллект сможет обрабатывать эти сигналы и воспроизводить, вот тогда будет круто. И это будет. Ну, вопрос просто, сколько десятилетий пройдет. Мне кажется, сказать немного. Я думаю, не больше 2. Потому что уже сейчас вот эти всю историю обрабатывают. Ну, Супер. свои сны Все, Данил, посмотреть. спасибо. Вот, ребят, у меня есть объявление в конце нашего подкаста. Я думаю, что есть смысл сделать очень хорошую благотворительную акцию, когда мы соберем 100 тысяч подписчиков, да, на моем YouTube-канале. 100 тысяч рублей, да, мы вместе с вами решим, в какую благотворительную организацию вместе мы направим. Поэтому ваши подписки важны. Помимо того, что я буду делать бесплатный контент, деньги, вырученные с этого YouTube-канала, пойдут на благотворительность людям, которым они намного нужнее, чем мне, моим гостям. Вот, наверное, вам. Есть люди, которые действительно в них нуждаются. До новых встреч. Я жду ваших лайков, комментариев. И очень интересно узнать, какое же мнение у вас сложилось об этом подкасте и хотите ли вы вторую часть. Спасибо всем.